Да. А, я скинул тебе. Мне тоже. А это всем скинули? Да. Ну, наверное, да. Я не буду ничего подписывать. Есть человек, который пишет, через 10 минут буду. И их нет там 15 минут. Да. Да, блядь, напиши через 15 минут. Я спланирую свое время. Джек, скажи. Нормально? Ну, это же хочет. Алан платит. О, Ты платишь? брата. За еду платишь? Брата. No, I'm not like you, I wait to do. I'm not like you, bro. Эй, Нам туда, да? shut your mouth. Туда, пошлите. Я побегу туда. Oh, he's just like, he's with his phone and then he's like this, you know. Так, ну я думаю, все, что, стол, вот, лягушачьи лапки, собачьи усы. Ну, возьмем какой-нибудь салат, 2 салата больших, да? Можно. И все, и все будут счастливы. Солер, Знаешь, ламб это... Сейчас. Здесь все же, как бы, фильмы, это хуйня, чё, бро. Короче, похуй. Щанк, ну, знаешь, это ламб, это... Я знаю, ягнёнок. Ну, это будет как бы кость. У команды хорошая форма. Все сейчас очень стараются, ну это понятно, это хороший турнир тоже, большой турнир. Все как бы играют где-то там 8-9 сейчас. А понимание, как выиграть игру, может быть, еще не... Ну, если мы дойдем это, что мы все очень хорошо понимаем, как выиграть игру, тогда будет у всех 10, я думаю. Потому что на скилле все уже очень хорошо играют. Кликают хорошо, станет хорошо, ну, делают все маленькие фишки хорошо. Можно же? Ну, он сказал, 15 минут будет стоять готов. Пошли. Пошли. Фил, я сюда положу. Да. Потом возьму. А вы что, на стейдж не пойдете? Да пускай молодняк сам разбирается. I smoke for Lamington. Really? Yeah. You think it's better? I don't like Marlboro Field. Who you play? We play Vici. I mean, they You guys play Spirit, right? Yeah. They need to win 2-0. So they can... Yeah, we just one game. You just need to win this one. Вчера на КВ весь день Дарксир банил. Нет, Дарксир жесткий, конечно. Серый. А он был прав. А я не слышал, а он. Да. А так. Так. А он говорил, что это сердце? Да, но он не говорил, как играть на нем. Он просто говорил, да, Дарксир сильный. И каждый Дарксир приходил вот так вот, ну, как с маузами. 0-3-0, да? Да. И только один Дарксир показал, как, блядь, можно сыграть. Мы сейчас стараемся так делать, чтобы мы понимали очень четко, что делать на карте каждую секунду. Если мы дойдемся до этого, ну сейчас мы только что Clan Wars сыграли, сегодня, Break Day, и у нас очень хорошо происходит все. Мы их выиграли, ну четко выиграли тоже. Так что сейчас уже кажется, что мы идем на 100% как бы скилл левел. Иногда бывает, что если это, скажем, последняя игра, и мы что-то неправильно сделали, или что такое, надо побольше как бы обсудить это на чистом атмосфере, не только что, когда мы проиграли, прийти на буткемп или практис-комнату, где мы будем смотреть четко, где что неправильно сделали, и как бы обсуждать это рационально. Но бывает так, что мы только что проиграли,
и нам еще следующую игру надо сыграть. Иногда это может быть как бы эмоциональный как бы разговор, но это не часто происходит, но иногда бывают такие вещи. Я стараюсь, что мы этого не делали по-любому, потому что получше разговоры делать после этого, ну, целый матч, потому что слишком трудно обсуждать вещи и быть как бы бриллиантами в следующую игру. Надо просто поменять что-то, чувствовать хорошо. Мы по-любому как бы не будем как бы... Если мы играем как 5 и 10 это самый максимальный, никакой разговор не сделает нас 10. И может быть надо как бы немножко просто помочь, немножко. Может быть 6 или 7 выиграть нам игру по-любому. 24. Типа они до этого, типа на прошлом... Они Мозам проиграли. А? Они Мозам проиграли. Не, типа ничья, понял? Но последний раз я их сказал. Who's the guy? I think it's one of the Spanish players. He has like Ember Spirit and all this other shit. It's Parker. Yeah. You have ever speak? Yep. Вот он Витон. He has more Dota heroes. He has Templar, Assassin, Templar is the biggest one. У него на животе, на Беллу. And here we are, friends. Will he be spotted? There's the Fiend's grip. They get everything they need. So a great pickoff for Spirit. As noticed, able to get out just fine. They're going to turn their sights on a not me, so it'll be a supplemental bound if you're P-Vision, as no one's going to get gushed. Tornado not going to hit. They get the EMP though, and no one out of mana is going to pop the wall. As 9 Class gets the mech, keeping no one safe for the time being, but he dies shortly after. Noticed 2 core kills, 3 if you count the Kez from earlier. 9 Class comes back with the relocate. And the Tornado is going to clip him, and Ducalis is linked up for the time being. That's going to be a 4th kill overall, and likely a full team wipe in favor of Spirits. But we'll see Spirit are already ready. They're going to try to go on to the Dark Willow to start things out. Looking for the Ravage is collapsed. Going to reset a little bit. Pops a Crozier. Buyback instantly from the Dark Willow. So P-Vision get a single kill. Can they get more? Relocate. No one with the BKB. Noticed. Also pounding the Dark Willow, but there's a grip, this time reserved for the Frog. Going to be canceled, but eventually Yatoro just finishes the job. Double kill for him. They already call it GG. They know this is over. Because we are slower. They are doing plays. Потому что мы проигрываем линию в салат почти. Мы проигрываем линию против Марфа. Нам нужно что-то сделать, у меня умирает Кес, НС, все, ребят. Все, мы можем только фармить с этого момента. У меня Кес просто идет вперед, умирает. Перед этого, когда мы делаем, ты берешь Хастуруна на 8-й минуте, мы Виздум руну не прочекаем почему-то. Мы говорим, что Бейн идет топ, но мы вдвоем не идем. Я прочекал. Куда он Нет, спрятался? мне похуй, если спрятаться или спрятаться. Вы должны просто вдвоем туда прийти. Не, мы там запушили пачку, я думал, мы побежим на Dark Willow встретим. Это у них Vision нет. Я бил еще прикол. У меня уже. Проблема в том, что он будет качать топ-зону, даже если... Ну, мы выебать его не можем. Я же ничего не говорил про команду. Okay, the curse, it's a solo. Actually, no, it does connect with the Wyvern. Silence. I think the Satanic is coming in, but he's completely outnumbered. Might have bitten off a little bit too much to chew. The egg is placed as well. Is now the Pango on the run. They're going to get the nice call into the chop from Collapse. Going to try to turn this around onto the Pango as well. A little bit too quiet on the map right now. Rue, he's going to pop the smoke. As the egg red, he's going to get crushed and destroyed. He's out of the fight already. Now they get the counter initiation. Collapse already taking a ton of damage with Satanic. With that BKB, needs another right click to finish it, but He's burning out. Rolling Thunder again, no one. To the other side, they find the Yules onto Collapse. As 9 Class will be isolated, at the very least for Spirit, they get something, but not nearly enough. Yeah, Ninka's kind of just giving his life to make sure that Collapse doesn't have a follow-up there by canceling his blink. Should give them an absolute free disengage. Ravensvale, there's the call from Collapse. They need a lot more damage on top of this, but notice onto the back line, looking for the supports. As there's the curse to hold him in place. Satanic now getting all of his life back. Focusing on the egg. It's going to be close. He gets it. Delicious egg to be consumed for Kez. Satanic now on the outskirts of the fight as the rest just focus on Collapse. And Laurel is there, though, doing a ton of damage. And Yatoro, that's the issue, as he just cannot stay alive. They call it GG despite the...
Я бы сказал, что все команды стараются играть очень хорошо, и это иногда выглядит так, что они все то же самое делают, все пикают то же самое героев, но есть какие-то команды, кто вообще по-другому играет. Это может быть из-за региона они играют по-другому, может быть они играют просто по-другому, потому что у них все время такой плейстайл, Ликвиды играют по-другому, Аурора, мы, Яндекс и OneWin, мы четвером играем почти то же самое доту. Поэтому, может быть, мы сейчас выиграем, но если наш стиль занерфит, тогда, может быть, другие команды будут выигрывать. Кому щелбан? Да, они же будут просто... Они сразу, когда тебя увидят, сразу идут. Климент прав, что мы как бы должны были брать. Я после игры это тоже понял сразу. И мне еще, например, в этой игре я обязан бегать за кетом всю игру. Иначе он умер. Не знаю. И типа, а как мы можем играть? Сейчас нет, но я бы сказал, OneWin это самая лучшая команда. Кто... Может быть, они не выиграют этот турнир, но перед этого, когда мы пришли сюда на турнир, мы сыграли пару игр КВшки, да, и они очень сильно показали доту. Они придумывали очень многие вещи, что сейчас мы видим. Все эти вещи, как с Дарксиром, Эрспиритами, и все эти вещи, они как бы показали нам, какие они сильные. Ну, мы знали, что эти герои сильные, но мы не знали, что они такие хорошие. Но реально, как бы, они показали нам многие вещи. Это, может быть, провал, что они это сделали, но ну, мы научились, скажем так, и это помогло. Вообще не почувствовать, как будто мы выиграли еще. Ну, потому что 1-1. Не только поэтому. Может, тяжелая игра была. Она не была тяжелой на самом деле. Была тяжелая, действительно. Разве? Она всю игру раунда и нет. Реально? Я вот буду соло. Стоп, кто-то еще кого-то был. Не, я вот был тогда. Who's doing the shot? He is first, не месяц. Не first, не месяц. Просто что я пака 2 раза две убил и все. Но на паке пиздец бокс. Фишки это как обуз, а не хук на фонтан. Не, бага нельзя использовать, если что. Если ты какой-то очень сильный баг используешь... А что же вы тогда использовали? Не, ну тогда не было правила на это, понимаешь? А теперь есть. Если теперь ты не делаешь это, тогда все, нажимается пауза и все, как бы. Если ты еще один раз это сделаешь, может быть, или может быть дефлос получается сразу. Ого. Ну, что я сказал сейчас про Дарксир, есть еще другие герои, как Найтсталкер, кто вышли из меты, но он был сильный герой, но теперь он как бы каждой игре в мыслях у всех. И это из-за этого, что, я бы сказал, 33 очень хорошо придумал какую-то версию доту для себя. Есть Ватсон, Пьюри и Сатаник. Ну, плюс Ятора, конечно. Ятора, он умеет больше вещей делать тоже, чем другие. Но я бы сказал, что эти три игроки, как бы, они самые лучшие ласт-хитеры, атакеры как бы на линии, они умеют очень агрессивно играть, скажем так. И поэтому такие герои, как Дроу Рейнджера и SF, они выглядят супер имбо. Все, потом. Thank you guys, goodbye. Ils ont ça dans leur gène et dans leur sang passé. On est tous souverains dans l'esprit. Et je kiffe ma race. Bonjour. Мы винил едем. Винил? Винил 100. Вау, а ты как вообще на винил подсел? Ты меня подсадил. Что ты на камеру отыгрываешь? Как вообще дотер может полюбить, прийти к любви к винилу? Ну все просто, смотри, мне нечего было делать, я играл Так. только в доту. Так. И я такой, надо хобби Ага. какое-то условно.
И винил как бы стал заебись хобби, потому что Фил шарит, Фил подскажет, Фил все мне купил, блядь. Установили, блядь, все. И сейчас я собираю. С каждой страны, куда мы ездим, надо обязательно по пластинке. Да, уже не магнитики на холодильник. Ну, кстати, магнитики тоже надо будет взять. В Румынии хорошо мы подходили. Вот в Румынии вообще... Дука в Румынии нашел. Я не знаю, как, знаешь, типа полуретро, не полуретро, точнее он прям ретро. Вот, и ты туда приходишь, мы нашли там и Ice Cube 1990 года. У меня как было, я в 14 лет начал собирать, купил первую пластинку, это была Eminem 8 миля, саундтрек. У меня даже тогда не было проигрывателя, я просто их копил, потому что мне нравилось визуально, как это выглядит, и вообще в целом интересно. А потом ты уже, когда накупил себе альбомов, там, ну, штук 50, ты уже потом начинаешь искать какие-то редкие эксклюзивы. 300 штук там без перевыпуска было, или там еще что-то, саундтреки к игре, там, на днюхе тебе начинают дарить. Я тебе на днюху ничего не дарил, сегодня винил с меня. Давай так? Давай. Все, кайф. Сложно остановиться, вот, потому что когда к тебе приходят уже даже просто на тусу, сам обряд, выбираешь пластинку, достал из конверта. Ну, мы, кстати, в этом году мало где были, поэтому мы ничего не скипнули, так сказать, никакие города. В Англии мы сходили. Фил пошел в Англию в Vinyl Store. Короче, он пришел к теплу, а он ему до релиза альбома Kanye West дает пластинку с Kanye West. То есть 3 дня до релиза я у типа набираю пластинки, он видит, что я исключительно по хип-хопу. И он такой говорит: Kanye West? Я такой: Филипп, привет, вас года. Он говорит: нет, вот у меня есть. И достает, мне даже на полку не выставил. Надо? Я говорю: конечно. Все. А в Бухаресте мы когда были, мне тип там подгон сделал, он мне пару кассет, по-моему, подарил. Да. Мы тоже набрали с Дукой всего, и он говорит: это подарок. Там Snoop Dogg старая кассета. Там, вот еще, пожалуйста. А вот это румынский рэп, держи, послушай. And where is the hip-hop rap? Here. Вот есть рядом. Прямо в соседнем здании. А есть вот еще один. Погнали. Это Method Man был? Да, это Method Man. Да, погнали, мне кажется, лучше сразу что-то. Давай. Ну, что-то есть. Да. Асап новый, да? Новый, да. Да. Окей. Его берем. Ну, давай это от меня еще будет. Давай. Плюс одна. Как бы Климент сказал, ну Фил, ну надо напеть. Вот, пожалуйста, давай. Давай, вот это окей, это тоже от меня. Давай. А к Тупаку ты как относишься? Нормально. Но у меня, кстати, нету еще. Пожалуйста, All Eyes on Me. Давай. У меня есть такое издание, там 4 пластинки. Заебись, берем. Westside, Eastside. Так, что, давай я хочу пробежаться, понять, что это подогнал. Kanye West. Ага. Джей Дилла. Фуджис. Ула-ла-ла. Это я нашел. Ага, это ты нашел. Так. Асап Роки. Ага. Это тоже я взял. Это 21 Savage, и ты мне взял Тупака. Отлично. Видишь, совместно с Марвелом, вот нас плюс диджей Премьер. В Белград приезжал, и они начали выпускать много. Вот Фиш, например, тоже. Вот, пожалуйста, Рейк вон. Круто. И взял себе D12. Ну, я не знаю, ты вообще в курсе. Ты не в курсе. D12 это была группа в составе с Эминемом. Вот. И тут легендарные треки My Band, какие еще? Give Me Gang Bizarre. Ну, в общем, D12 World, пожалуйста, Keep Talking. Нас не пропустят просто на границе сервера. Завоз, блядь, за контрабанду. Я себе вот взял Джей Диллу. Поздравляю, Париж отмечен. Давай. Надо ехать. Да. Хавать и играть.
тоже что-то непонятное. И я бы сказал, что две команды, кто выглядит очень сильно сейчас, может быть, и на кого, может быть, не ставят это, что они могут выиграть этот турнир, это LGD и Rune Eaters. Rune Eaters, она, вот все команды, кто пришли сюда через qualifiers, они обычно ничего не дошли. Но есть Rune Eaters, кто уже как бы стал сразу брать игры против, я не помню кого, но против хорошей команды. И теперь они уже следующий стейдж игр. Так что и по-любому пойдут дальше, и они уже как бы показывают что-то хорошее. Да, я дай ему еще видео. Бля, как сплитпушить карту против читера? Как он меня слипает, блядь? Иди на пачку. А что мне делать? Строй беты сразу. Но он не умеет на медведика будто играть. Да? Да, плохо играть. Вот это добавили, Вова. У меня... Что? Давай следующий. Ладно, хорошая фраза. А ты тут? Да. Так, что хочу вам показать. Все уже не будет. Сегодня была. Да. Можно было сегодня закинуть, я не стал. Да? Больше не постираться. Дома что нельзя постирать? Запрещено законом. Да. Это вырежем, это вырежем, это вырежем. Это вставляем во влог. Как вот это вот про матч было и про вот это вот. Про вот это вот. Это просто самый психопат. А, еще Дука. Самый психопат у нас в команде, мы все знаем кто. Это Дук. Это Эллен. Так, окей. Мирана, Ларго. Нет. Я просто не понимаю. О, вот так все. Такой. Ходный. Нет. Я дам типа проще. Акс? Да. Нет, нет. Алан тэпнется в мид, не убьет инвокера, инвокер убежит, и Алан потом на реплей будет говорить: я же вам говорил, в мид нельзя тэпаться. Да. Бля, ты запомнил это, красава. Это очень хорошо. Как же Литора? Он играет, Он знает, очень хорошо играет. Он знает, скан. А, Клинкс умер. Хроно! Притяни кентавра. Видишь, Дук, они каждую руну в игре контролят еще. Кто? А Яндекс. Они за каждую руну пиздятся еще. Кровь. Блять, ну вот. Вот, Хрона. Вот Хорошо, тут. притяни Вот кентавра. тут притяни. Да, если притянул кентавра... А, ебать, лаги. А, они просто умер без бая. А зачем он сделал? И по клаве ёбнул еще. Да? Да. Йоу. Somebody needs to press it. Не, нужен пуль. Помпа как в CSGO сейчас сорвется. Shutdown. 37 тысяч лидов всего лишь. Мне кажется, легко выиграют, смотри. Что там, все, Да конец? вот барабан стучит нам. А по голове себе не пробовал постучать? Ну а что да? Decent chance to win the Body Vision. I was texting with Malik and he said, if we beat the Body Vision, we're gonna beat you as well. Он сказал, что типа Малик ему сказал, что если они выиграют нас, то они выиграют их. Да, они же просто друзья. Чё. Give them maybe like 30% chance and 70 to Да. win the Body Vision. Яндекс типа выиграет. Я знаю, что люди хотят вот это. Люди хотят турнир, где мы очень такие casual. Мы приходим в какой-то хаус и играем. Bad Boom Dacha попробовали сделать, но я чувствую, что там невозможно было так хорошо это сделать. Были такие турниры в Америке по названию
Summit, Beyond the Summit. Sorry, I wrong. BTS Bund Summit. Bund Summit. Да. Там сидят люди на кауче, кастит иногда приходят, говорят, кушают там, все время видно, как бы. Это как реалити ТВ, скажем так. Я знаю, что люди хотят это, но сейчас как бы этого не происходит. Bad Boom Dacha попробовали это, но там было как бы слишком, скажем так, commercial. Ну, это не Flame, но это потому, что они хотели очень четко этот турнир показывать. Но проблема с этим, что обычно эти турниры должны быть как бы хуёвые, немножко, чтобы как бы атмосфера была натуральной. Зависит от того, на ком Айк будет играть. Если он играет на героя, который может соло убить... Until what? Until you have to be in the corridor. So bathroom really quick. Это ж я объяснял. Это же уйни геймплеев. Это ж просто фрик. Просто не надо делать плохие вещи. It's not the easiest Terrorblade game in the sense that he's going to be getting bounced around and controlled. If they don't make this go soon, it's going to be Enki potentially dying back to back here, or it's going to be the Beastmaster as he gets surrounded. P-Vision are just now the ones to be playing around mid entirely. Ike tried to go for that kill, and he's going to be killed by the SF while Ike is run down in the mid lane at the same time. So Ike almost getting chopped up here. Hookshot going to stop that one, and instantly the Dawn ult behind it. Too fast. You do not have a back line against this combination. Drag them somewhat close to your belt. That. No, not against the Lincolns, not against Lotus. Copy already in half health, trying to go Cookie initiation, follow-up Cookie. They do manage to quickly kill the Dark Willow. But the Rolling Thunder has stopped a lot of things. Now the Dawn ult is going to come in. Once again, Dark Lord is in the middle of this, getting stunned up. Noticed. Yeah, man, he is so tanky. These shots in the Terrorblade do nothing to him, nothing to Satanic either. Just gotta send it in. Hurricane Pike in and get it. Oh, he goes for no one. The Lincolns was there. There was nothing to break it. Это когда снэпка была там, и по ДПУ мы могли убить ее, но что-то там... Тогда просто меня антиколишь просто. Я говорю, я могу I wanna jump, и ты такой, no, не... Ну ладно. Было? Он мне сказал, можешь прыгнуть. Ну, по-хорошему, если они не кра берут, это не прям гейм. Конечно. Они же могли поставить еще, листа. Потому что флоп нихуя на моей гейме не делает. А так у меня хотя бы будет сильный герой. I think we could say that. But I think our draft is perfect. Yeah. It's pretty good. Actually, they stay in good flop. Guys, not to... Так они выиграли там. Bit of a slower damage type of a lineup from P-Vision, but yeah, I feel like Rune Eaters definitely improved their lineup from the previous game, and I would give them like even higher chances to potentially win this one. This is a much more difficult part of the map to attack. Oh, you this really kill would connect be well. so sweet if they could get a telekinesis toss back into Copy. Managed to get off the shield crash though, and that makes a hefty difference. A little bit more slowdown on Ike, and Copy is now outnumbered. Our Dark Lord's going to come in and try and help Laguna Blade, but no one has already retreated, and Copy is going to end up dying to these Ion Shells. Once again, the Ion Shells are doing some work here. Dark Lord can still clean up a little bit. In fact, he's going to clean up maybe a lot of it here. As no one would jump back in with the shield crash. That was a crazy move. It's because Satanic said he was going to join in on this fight. It's so long. It does manage to stop the TP away from Dark Lord. He probably knows the Train Protector's here. He's already flicking away. They try and make a Rolling Thunder initiation, still hit Copy, while the Train Protector's in trouble. Going to be silenced up. No chance for an overgrowth, which means these kisses are a lot worse for wear here. Dark Lord doesn't know where to run to here. He doesn't have the flame cloak, so he can't just fly off the cliff. He's kind of stuck, battling it out, hoping for an Aegis kill. That's it. Because you're just going to devour the map. I mean, look at, what a perfect block. Oh, it's Rampage. Dark Lord's going to try and go back for a BKB. If you don't get that BKB quickly, even if you get it, then are you going to still have damage? Malik, down to the telekinesis. Not like this. Not what you wanted at all, Eki. You gave it to him. Troubles with the Winner's Curse interaction as the repositioning of the stolen geomagnetic grip.
Майфурен, ты знаешь, сколько раз ты не умер? Сколько? За 0.5 секунд мог умирать, но не умер. Там где тренд, боте искал? Там тренд боте. На Ancient'ов тоже, когда у тебя Aegis. Они только что там были, и ты вышел. А Aegis? Так если они там попадут были. в Aegis, они же умрут, нет? А? Они же умрут, если они... Ну, они просто Aegis for free получают. И еще Да. держут эту зону всю с вардами. Грифсы вышел полная. Я никогда в жизни больше не... Ну, ты не нажимал на них. А что ты живые не было? так. У меня их не было. Ну, вот я и говорю, зачем ты нажимаешь? Чё? Я лучше шиву грифсы купишь? Что надо? Так, сначала Голову грифсы бей. надо брать. Зачем сначала шивы? Погнали. А у меня они там. Я не знаю даже, что он пикнет. Я реально не знаю, что он пикнет. Да, я реально не знаю, что он пикнет. С Вардара пикнет? Куда? Поставить его мид? Почему Не, если они спиздят, тогда я Свена Так он же не просто такой... ёбну, и все. Так он должен инста байтить. Но мы ее бьем, типа, мы ее транспортируем всегда. Огр. Да, но тогда его линия тоже будет, ну, немного... Ой.